Добрый день, дамы и господа. Мы снова рады вас приветствовать. Сегодня мы собрались тут, чтобы поговорить о киберспорте и о том, какие новые правила принес с собой Новый год. Планшеты остаются в прошлом, и теперь все турниры официальной лиги и серии турниров от партнеров играются на телефонах. Но помните, что кроме официальных турниров существуют еще и коммерческие, а они уже преследуют цель продвижения продукта, поэтому на таких турнирах все зависит от регламента организатора. И вполне вероятно, турнир может быть не на ваших собственных устройствах, а на устройствах, которые выдаст вам организатор. Но тут важно понимать, что участие в подобных турнирах сугубо по желанию. Если вас не устраивает регламент, вы можете не участвовать. Но вернемся к телефонам. Телефоны могут иметь абсолютно любую герцовку, но в диагонали они ограничены не более чем 7 дюймов. И любые игроки, которые попытаются обойти это правило, либо же сыграть с эмулятора или чего-нибудь другого, будут забанены на очень длительный срок. И точно так же, если у вас в команде есть такие игроки, либо же вы подозреваете об этом, но не сообщаете об этом судьям турнира, то вы также получите блокировку, а ваша команда недопуск к турнирам. Дальше важная тема для игроков, которые любят играть с растяжением экрана. Так делать нельзя. По крайней мере, на турнирах. Всему виной то, что нечестные игроки с помощью запрещенных программ тоже растягивают свое изображение на телефоне. Из-за этого легко спутать тех, кто играет честно, а кто нет. На турнирах мы очень серьезно относимся к вопросу читерства, поэтому мы ни в коем случае не хотим допускать нечестных игроков к соревнованиям. И любые изменения или же модификации игры могут привести как минимум к вашему отстранению, и как максимум к вашей блокировке. В заключение темы телефонов давайте вспомним еще и триггеры. Мы пересмотрели свое решение, и теперь триггерами пользоваться можно. Мы изучили тему триггеров глубже, и поэтому простые контроллеры, которые не перенимают на себя функции движения и вашего АИМа, использовать можно. Теперь сдвинемся от темы телефонов и затронем изменения в правилах, то есть в нашем турнирном регламенте. Самое главное, мы возвращаем дисциплинарный регламент. Теперь он внедрен в основной, и ознакомиться с ним вы можете по ссылочке в описании. Если говорить кратко, то суть этого регламента в спортивном отношении участников турнира. Он регулирует публичное поведение участников турнира, да и в целом игроков. Больше всего это коснется профессиональных игроков, так как у них больше ответственности перед большой аудиторией. Еще одно важное и новое правило в основном регламенте под пунктом 6.6. Оно запрещает находиться одновременно в двух коллективах на одном и том же турнире. Это касается как игроков команды, так и всего менеджмента. Также мы напоминаем, что наш основной регламент находится в статье на сайте поддержки, а все изменения в нем фиксируются на самом верху статьи. Раньше в году было 4 майнера и 2 мейджора. Теперь майнеров нет. Мы их отменили. Но это не значит, что мы лишаем вас турниров. Совместно с Лигой партнеров мы решили заменить их привычными сериями турниров от Epic, чтобы мы в компании смогли сфокусироваться на двух самых важных турнирах в этом году – Major. Причиной отмены стала очень размытая грань между турнирами серии Epic и майнерами. За них давалось одинаковое количество очков, форматы турнира тоже не отличались, поэтому мы решили их слить в одно целое. Если вдруг вы не поняли, то майнеров больше нет. Вместо них будут турниры с сезонами от Epic. Мейджоры остаются как турниры, завершающие полугодие, и на них мы делаем самый большой акцент. Ну а теперь давайте поговорим про систему очков на турнирах, на основе которой мы с организаторами турниров делаем выводы, какую команду стоит звать на турнир, а какую нет. Давайте объясним все на простых примерах. Возьмем любую команду, назовем ее команда А. И команда А играет турнир, на котором они побеждают. На турнире для команды А имеется 100 очков. Тут самое интересное, начинается распределение. Все 100 очков не уходят всей команде. 25% от всех очков на турнире уходит команде или организации. Остальные 75% распределяются поровну между игроками. То есть 15% каждому. Из этого следует, что очки появляются не только у команд, как это было ранее, но и у каждого игрока, который принимал участие на турнире. Если два игрока, допустим, уйдут из команды А в команду Б, то они принесут свои очки за собой. То есть у команды А будет минус 30 очков, а у команды Б плюс 30. Так и работает система.
Такое распределение очков поможет более эффективно отслеживать перемещение игроков из одной команды в другую и на основе общего рейтинга команды выдавать инвайты тем, у кого больше очков. Что ж, пока что на этом новости кончаются. Мы желаем всем игрокам побед и легкой адаптации на новых девайсах. Ну а теперь всем удачи!